депрессия. Есть даже книга Роберта Лихих «Если вы не справитесь с тревогой, то тревога расправится с вами». Вот. И еще такой момент, когда вы убираете сильные вот эти панические атаки, вы их отрабатываете, постепенно понижаете страх, то из-за шторы, как бы понижая вот этот уровень страха, тревоги, из-за шторы выходит депрессия. Вот. Как работать с депрессией, сейчас я буду рассказывать. У меня была депрессия, уже захватывали негативные мысли, они шли на потоки и уже стали появляться суицидные. Первое, что вы должны понять, это не ложиться и не садиться. Через силу себя поднимать и двигаться, что-то идти, куда-то идти. Но самое важное, это работать с мыслями, потому что мысли нас давят, мысли забирают эту энергию, и они нас ввергают вот в это состояние, в котором вы себя ощущаете в таком очень плохом состоянии, у тебя нету будущего, ты уже не видишь, кажется, что все закончено, приходят такие мысли, все закончено, ты не справишься, все сдайся, вот такие приходят мысли. И здесь важно работать с этими мыслями. Мысли действуют на нас, когда мы с ними сливаемся. Поэтому стоит задача это отделяться от мысли. Что такое отделиться от мысли? Когда к тебе приходит мысль, ты за мыслью проговариваешь свою мысль. Вот это момент, один из моментов отделения. Второй момент, когда приходят вот эти, э, когда они идут потоком, мысли вот эти негативные, у меня шли потоком, наверное, в минуту, вот они одна за одной, одна за одной, одна за одной. И это вот, по моим воспоминаниям, примерно вот такая плотность была, это 3 дня. Мне приходилось постоянно эти мысли как бы выкидывать, скидывать их. Вот она приходит, а ты ее выкидываешь. Она приходит, ты ее выкидываешь, либо скидываешь. Вот я помню, что я так делал. Я там двигался по улице, мы там ездили на природу, там дети мои, жена какой-то жгли костерчик, но мне постоянно шли эти мысли, и мне постоянно их приходилось выбрасывать. Вот ты что-то делаешь, но эти мысли одна за одной, одна за одной, одна за одной, и ты их сбрасываешь, выбрасываешь, вот кто как это будет видеть. Но здесь нужно осознать одно, что с ними не сливаться, не нужно с ними сливаться. Они на нас действуют, когда мы с этими мыслями сливаемся. И второй момент. Когда вы начинаете думать негативные мысли, то их становится больше. Чем больше мы их думаем, тем мозг их больше посылает. И чем меньше мы их думаем, тем мозг их меньше посылает. Что значит меньше думать? Меньше думать это и есть вот от них отделяться, как бы убирать их. Убирать вот эти мысли, я их убирал. Потом они стали приходить меньше, и я уже их начал как бы оспаривать. Вот приходила мысль, ты не справишься. Я за ней запускал свою мысль. Я справлюсь. Там, ты не сможешь. Я за ней запускал свою мысль. Я смогу. Вот. Вот так я работал. Дальше, что нужно применять дальше? У нас на данный момент в мозгу нету серотонина. То есть, находясь в этом состоянии, мозг его практически уже не вырабатывает, потому что человек находится на постоянном стрессе. Соответственно, выработка вот этого серотонина, химического состава, мозг ее понижает, и выработки практически нет. Теперь я уже понимал, что мне нужно активировать вот эту выработку серотонина. Но это уже происходит после того, как я уже справился с этими вот негативными мыслями, и они уже редко приходят, и сейчас стоит задача выходить дальше вот с этой депрессии. То есть активировать выработку серотонина. Наш серотонин это природная выработка серотонина, которая дана человеку, это смех. И я это понимал. Плюс вот это вдохновение.
как бы хорошее настроение, вызывать у себя вот в такую э, эмоциональный подъем. Но чтобы это сделать, это нужно тренировать. Вот, вернемся к смеху. Как я начинал активировать, один из способов начинания активировать у себя выработки серотонина. Первое, исключить всю негативную информацию, что воздействует на вас. Это какие-то фильмы, там, ролики про что-то негативное. По максимуму исключить эту информацию. Вот. И я стал смотреть одни мультики. Я включал мультики и начинал как бы учиться смеяться, потому что я знал, что самый сильный активатор выработки серотонина – это смех. Сначала я улыбался, я просто натягивал улыбку, потому что я уже забыл, что такое смех за свои 10 лет. Я улыбался, вот, постепенно включал мультик «Три богатыря», мне они нравились, вот эти мультики, и начинал улыбаться. И постепенно начинал снова вызывать у себя как смех. Но это получалось примерно вот так. Ха-ха-ха-ха-ха. Но я понимал, что мне его нужно развить, и чтобы получить снова свой серотонин, нужно смеяться, как говорится, от души, чтобы у тебя там внутри все вот так вот прыгало. Нужно добиться вот такого эффекта. Вот, и я стал тренировать смех. Следующее – это воспоминания. Воспоминания. У нас в мозгу все записано. Мозг неважные части стирает, но основное все у нас в мозгу находится здесь в библиотеке, то есть записи. И я стал вспоминать прошлое, там, молодость, там, дискотеки, то есть слушать вот эту музыку, которая связана с воспоминаниями. И когда вы будете ее слушать, то воспоминания снова вам будут давать образы и вот эту радость. Ходить по магазинам там, где вам приносило удовольствие. То есть делать те вещи, которые вам когда-то приносили удовольствие. Это постепенно будет вам давать радость и постепенно возвращать то состояние радости. Но это происходит не быстро, это происходит постепенно. Вот. Что еще я вам по депрессии хочу рассказать? Да, по депрессии еще нужна цель, потому что человек, находящийся в депрессии, мозг рисует, что будущего нету. То есть у него нету видения будущего. Поэтому нужно сформировать эту цель. Эта цель будет работать как такой драйвер, как э, поезд, который тянет за собой вагоны. Видя цель, мозг увидит эту цель. То есть это происходит закладка как бы программы в мозгу, что жизнь еще не закончена и нужно двигаться дальше. Он, он эту цель примет как руководство к действию. Он начнет ее думать и снова активироваться для жизни. Вот что я сделал. То есть поставил себе цель, я увидел себя в будущем. Я все это подробно себе визуализировал и видел себя в будущем. Вот. И дальше вот так я стал работать, стал действовать. И постепенно я стал выходить вот из депрессии. Я стал сам себя вытягивать вот этими методиками, разными методиками, тренируя их, понимая, как работает мозг, понимая, как происходит выработка серотонина, что это химический состав. Плюс постепенно давайте физическую нагрузку. Я вам сейчас скажу 3 фактора, тоже природных, которые вырабатывают эндорфины. Это физическая нагрузка вырабатывает эндорфины, дает такой вот всплеск, плюс секс.
То есть он тоже дает большой всплеск эндорфинов. И третье — это все наркотические вещества, но мы их исключаем, потому что они как бы имеют обратный эффект, хотя в Европе применяют такие методики, вот как травка, она действует на нейронную активность, вызывает как-то химическими процессами там радость. Вот в некоторых странах это применяют. Но в нашей ситуации я вам рассказал, как работал я и какие происходят процессы, как активировать вот снова этот химический состав радости, чтобы его активировать, вот этот серотонин. Вот, все, спасибо за внимание. Вот что я сегодня вам хотел рассказать про депрессию и как с ней работать. Все, спасибо.